Всем дня, наполненного добром. Многие из вас бывали на разных эстонских островах. Ну и, по крайней мере, слышали о них. Например, о Саареmaa, Hiiumaa, Kihnu, Ruhnu, Abruka, Naissaare. Но, предполагаю, никто из вас не был на том острове, на который я сейчас пойду. А находится он в национальном парке Soomaa, и называется он Toonoja. И остров этот необычен тем, что это болотный остров. И совсем недавно на нем еще жили люди. Но чтобы туда попасть, для начала мне нужно пересечь реку Навести. Пожалуй, самое загадочное и скрытое место в Эстонии. Информации о нем очень мало, и попасть туда довольно сложно. Ранее здесь находились несколько хуторов, сейчас от них практически ничего не осталось. Последний житель покинул это место в 1987 году. Но вот как-то не пускает меня в эти места. Третий раз проблемы. Зимой у меня ноги были мокрые, и сейчас я немножко, скажем так, не перевернулся, но слегка слез с лодки. Но я все-таки перебрался на этот берег. Лодку я оставляю, надеюсь, с ней ничего не случится. А сам иду вдоль реки Навести, которую я только что пересек. Где-то здесь должна быть небольшая тропа, еле заметная, которая должна меня вывести к тому месту, где раньше были хутора. Верное направление я знаю. Буду надеяться, что все получится. А еще здесь говорят, что здесь довольно опасно в отношении того, что здесь много гадюк. Поэтому следует быть внимательным. Так, а куда идти, я уже не знаю. Задача не из легких. Болотный остров, который находится на самом большом болоте Эстонии, Kuuresoo. Часть тропы острова Toonoja, которая соединяла жителей местных хуторов с внешним миром. А хутора находятся в той стороне, а река Навести в той стороне. А я пойду дальше и попробую найти те места, где раньше были хутора, и посмотреть, что от них осталось. Археологические находки говорят о том, что Toonoja был заселен еще в каменном веке. Последнее освоение острова началось в 19 веке, когда первые поселенцы построили здесь свои дома в деревне Летва. Тот самый ручей, от названия которого произошло название болотного острова Toonoja. Я не уверен, но предполагаю, что переводится это как «поющий ручей» Toonoja. Дорога до острова Toonoja всегда была сложной. Местность почти со всех сторон граничит с бескрайним и пугающим болотом. Я уже потерял всякую надежду, прошел я довольно много. Местами тропа просто терялась, и приходилось интуитивно находить ее продолжение. И вот, наконец, первое строение в виде погреба. Я, к сожалению, не помню сейчас, где какие хутора располагались, поскольку я довольно сильно устал и в голове все перепуталось. Но помню, что на одном из хуторов был каменный погреб. Вполне вероятно, что это он и есть. Он был один-единственный, и камни для него были привезены, скажем так, с материка, поскольку здесь, на острове болотном Toonoja, камней своих нет. Я был вознагражден. Откровенно говоря, я думал, будет все раз в 5 легче. Оказалось, все гораздо сложнее. Я имею в виду по длине маршрута, по обустроенности. В общем, все было не так просто найти. Но вот, я здесь, иду смотреть.
Попасть сюда довольно сложно. Есть 3 варианта, как сюда попасть. Один из первых — это по подвесному мосту, но он находится в частной собственности, и поэтому не факт, что хозяин вас пустит через него. А в основном пользуется 2 другими путями, один из которых использовал сегодня я. Это пересечь на лодке реку Навести и найти тропу и по тропе прийти сюда. Скажу вам, что расстояние довольно немалое. Я думал, что это будет гораздо короче. И третий способ — это пройти, скажем, в болотоступах через болото, а с другой стороны, со стороны тропы Ингатси. Но это очень-очень далеко, и я даже не взялся со своим здоровьем это пробовать, потому что это для меня будет очень сложно. И вот, наконец, я попал сюда. Конечно же, все порядком тут заросло, но тем не менее здесь ощущение дикости, первозданности, очень такое место красивое. А это не что иное, как баня по-черному, которая, как видите, до сих пор сохранилась, и ее иногда используют. Здесь даже есть утварь, тазики, ведра и все прочее, даже градусник. Как и полагается таким местам, они всегда оборудованы какими-то минимальными вещами для того, чтобы вы здесь могли остановиться и переночевать. Видите, здесь даже фонарик висит, здесь различная утварь, и я как понимаю, это книга отзывов. Вот такая, в общем, хижина. А как хижина у нас называется? Тон Оя. Да, так. А напротив лесной хижины Тон Оя Меца находится вот такое здание хутора, куда я сейчас попробую пройти и посмотреть, если это возможно, что там находится. Хотя там все заросшее, трава кругом. Ну, попробую. Не так давно здесь кипела жизнь, и жили люди, несмотря на то, что это довольно удаленное место. Даже трудно представить, что не так давно здесь жизнь кипела. А сейчас все в таком полуразрушенном состоянии, и находиться здесь, конечно, опасно, я немножко рискую, но здесь даже сохранились некоторые такие вещи, вот, как от повозки ось, печь, вот еще одна деталь от повозки, прям там веет духом старого времени. Я жутко искусан комарами и уставший, но я очень доволен, что наконец-то я все-таки покорил это место. И что я хочу сказать, это действительно одно из самых тайных, малопосещаемых мест Эстонии. Попасть сюда не так просто, как я уже говорил. Есть 3 варианта, но в принципе, по большому счету, их всего лишь 2. Это через болото со стороны тропы Ингатси, что довольно далеко, и нужны болотоступы как минимум. И второй вариант — это тот, который выбрал я, то есть я купил надувную лодку, пересек реку Навести, правда, со второй попытки. Первая оказалась неудачной, я даже утопил одну свою камеру.
Ну, неважно, я остался очень доволен, я нашел это место. Даже с большим трудом верится, что, хотя понимаешь, что здесь, конечно, жили люди, вот баня, вот жилой дом, который, правда, уже разваливается. Это настолько уединенное место, что трудно даже представить. Что еще сказать? Если вы сюда соберетесь, то мой вам совет: очень тщательно подготовьтесь, и желательно, чтобы вы шли не одни. Мне, например, было довольно тяжело одному. И мне еще, кстати, идти обратно. Надеюсь, моя лодка на месте, никто ее не украл, леший какой-нибудь. А так вообще место, конечно, стоящее, очень-очень дикая природа. И, кстати, последняя точка, откуда шел, где вот хижина Тоноя Мецаин, и здесь дом, хутор, по ней прям такой отрезок, он как бы уже практически немножко по болоту проходит. И здесь вот идет ручей Тоноя, и за ним туда дальше уже начинается самое большое болото Эстонии, которое называется Куресо. То есть я сейчас в данном случае как раз таки нахожусь именно на острове, на болотном острове Тоноя. А всем вам желаю удачных, хороших путешествий, чтобы они заканчивались только приятными приключениями, чтобы вы были здоровы, и чтобы после таких путешествий у вас было хорошее настроение. Такое, как у меня сейчас. Хотя, правда, когда я подумаю, сколько мне еще идти обратно, но все равно я очень доволен. Итак, подписывайтесь. Будут еще, надеюсь, новые интересные места, о которых мало кто знает. Потому что все эти банальные места как-то скучно уже, наверное. О них писано-переписано, куча видео снято. А я стараюсь находить то, о чем мало кто знает. Ну, в общем, как-то так.